Привет, Арми! Добро пожаловать обратно на канал Зона BTS. Только что произошло нечто неожиданное, и фанаты не могут перестать говорить об этом. Во время, казалось бы, идеально выверенного выступления, Тэхён преподнес момент настолько тонкий, но в то же время настолько мощный, что он мгновенно изменил атмосферу. Но дело было не только в том, что сделал Тэхён. Реакция Чингука по-настоящему ошеломила всех. Взгляд, который он не мог скрыть, пауза, которая длилась всего на секунду дольше, чем нужно. И теперь вопрос, эхом разносящийся по интернету, невозможно игнорировать. Было ли это запланировано, или что-то реальное просто ускользнуло? Что увидел Чингук в тот момент, и почему он не мог это скрыть? Была ли это просто деталь выступления, или что-то гораздо более личное, что ускользнуло от камер на долю секунды? Почему миллионы фанатов снова и снова пересматривают один и тот же ролик, убежденные, что то, что произошло между Тэхёном и Чингуком, никогда не должно было быть показано так ясно? Потому что это был не просто очередной сценический момент. Это было что-то другое. Видео начинается как обычно: свет, музыка, точность. Каждое движение выверено, каждое выражение лица отточено, каждая секунда отрепетирована до совершенства. BTS завоевали мировую репутацию благодаря последовательности и контролю, где даже самые незначительные жесты продуманы, отточены и соответствуют общей художественной концепции. Но на этот раз что-то пошло не по сценарию. Тэхён, известный своим выразительным сценическим присутствием и способностью стирать грань между выступлением и эмоциями, поддался моменту, который фанаты теперь называют «инцидентом с поцелуем». Это не было явно, это не было преувеличено. На самом деле, это было настолько тонко, что многие зрители не заметили этого с первого раза. Но как только они это заметили, они уже не могли этого развидеть. Жест, строчка, взгляд, и тут что-то изменилось. Потому что сразу после этого момента камера запечатлела Чингука, и именно здесь все изменилось. Его выражение лица, обычно сдержанное, спокойное и идеально соответствующее ритму выступления, нарушилось. Не драматично, не так, чтобы это остановило шоу, но ровно настолько, чтобы это заметили те, кто внимательно наблюдал. Микросекундная пауза, блеск в глазах, реакция, которая не выглядела отрепетированной. И внезапно повествование перешло от представления к возможности. Фанаты тут же начали разбирать этот момент кадр за кадром, замедляя, приближая, анализируя каждую деталь. Социальные сети взорвались теориями, реакциями, эмоциональными интерпретациями и одним главным вопросом: почему Чингук не мог это скрыть? Было ли это удивление, восхищение или что-то более глубокое, что-то, что не должно было быть видно на публике? Сама фраза «целовать меня» стала центром спекуляций. Просто ли Тэхён произносил строчку с присущей ему интенсивностью, или он намеренно усилил этот момент, точно зная, как это будет воспринято? Потому что если это было намеренно, то что он пытался сказать? А если нет, то почему Чингук отреагировал именно так? Эти вопросы превратили мимолетный момент в глобальную дискуссию. По мере распространения видеоролика по различным платформам, фанаты начали указывать на закономерности. Это был не первый раз, когда Тэхён и Чингук разделили момент, который казался необычным. Раньше были взгляды, паузы, невысказанные обмены репликами, которые, казалось, имели больший вес, чем требовало выступление. Но на этот раз момент был слишком точным, слишком открытым, слишком реальным, и именно это сделало его невозможным игнорировать. Некоторые фанаты считают, что это была подлинная эмоциональная реакция, незапланированный момент, когда выступление Тэхёна застало Чингука врасплох, нарушив тот уровень профессионализма, который обычно определяет их выступление. Другие утверждают, что это мог быть преднамеренный художественный выбор, тщательно продуманное взаимодействие, призванное вызвать именно такую реакцию, такой уровень вовлеченности, такой эмоциональный отклик у аудитории. Но если это так, почему это выглядело так незапланированно? Почему выражение лица Чингука выглядело так, будто он не успел его контролировать? И почему после этого момента энергия между ними, казалось, слегка изменилась? Наблюдатели отметили, что Чингук выглядел более сосредоточенным, более внимательным, словно перестраиваясь после чего-то неожиданного.
Тэхён, с другой стороны, сохранял самообладание, но в его выражении лица чувствовалась едва уловимая уверенность, как будто он точно знал, что только что произошло. Или, возможно, нет. Потому что такова природа подобных моментов. Они существуют в пространстве между намерением и случайностью, между представлением и реальностью. И однажды они произошли, их уже не вернуть. Интернет, конечно же, превратил это в нечто гораздо большее, чем просто один момент. Монтаж, замедленные кадры, эмоциональные комментарии – каждый из них добавляет новый слой к повествованию, подкрепляя идею о том, что это было больше, чем просто часть шоу. Но вот где все становится еще сложнее. Нет официального объяснения. Нет заявления. Нет разъяснений. А это значит, что все, что мы видим, это. Все, что мы интерпретируем, существует в пространстве неопределенности. А неопределенность порождает любопытство. Любопытство порождает вовлеченность. А вовлеченность превращает подобные моменты в феномены. Но что, если истина проще, чем кажется? Что, если это действительно была всего лишь деталь представления, артист, полностью погруженный в свою роль, произносящий реплику с эмоциональной интенсивностью, и другой артист, инстинктивно реагирующий на эту энергию? Или что, если все было совсем непросто? Что, если это был один из тех редких моментов, когда что-то настоящее ускользнуло всего на секунду, прежде чем представление вернуло себе контроль? Потому что если это так, то то, чему мы стали свидетелями, было не просто развлечением. Это был проблеск, фрагмент, момент, который не предназначался для анализа, разбора или превращения в глобальную дискуссию. И все же, вот мы здесь. Все еще смотрим. Все еще задаем вопросы. Все еще пытаемся понять, что мы увидели. И, возможно, именно поэтому этот момент так важен, не потому, что он что-то доказывает, а потому, что он на это намекает. Потому что в мире, где все тщательно отбирается, контролируется и представляется, одна единственная, незапланированная реакция может оказаться сильнее всего выступления. Это напоминает нам, что за хореографией, за камерами, за глобальным феноменом все еще скрываются человеческие моменты, непредсказуемые, нефильтрованные и не поддающиеся полному объяснению. Так что вопрос остается открытым: что увидел Чингук в тот момент и почему он не смог это скрыть? Момент не закончился, когда музыка затихла. На самом деле, именно тогда началась настоящая история. По мере того, как видео с выступлением продолжало распространяться, в фан-сообществах, аналитических каналах и даже среди обычных зрителей начало происходить нечто необычное. Внимание переключилось с момента, когда Тэхён сказал «поцелуй меня», на реакцию Чингука, что более важно, на то, что последовало сразу после этого. Он слишком быстро восстановился, или недостаточно быстро? Один только этот вопрос породил волну более глубоких предположений, выведя дискуссию за рамки поверхностных реакций и сделав ее гораздо более многогранной. Зрители заметили, что Чингук, известный своей почти безупречной сценической дисциплиной, словно перестроился в режиме реального времени. Его осанка выпрямилась, взгляд переключился, а выражение лица вернулось к точности, но не раньше, чем произошел этот короткий, неоспоримый прорыв в самообладание. И для многих этот прорыв был всем. Потому что в индустрии, построенной на контроле, совершенстве и повторении, даже доли секунды, когда что-то кажется непостановочным, усиливается. Это становится значимым. Это становится подозрительным. Но подозрительным в чем? Была ли это просто человеческая реакция или свидетельство чего-то более глубокого? Теории начали расходиться. Некоторые видели в этом пиковую химию выступления, два артиста, глубоко связанные, инстинктивно реагирующие на энергию друг друга. Другие не были убеждены. Потому что если это было просто выступление, почему оно казалось таким личным? По мере развития обсуждений фанаты пересматривали старые видеоролики, пытаясь найти закономерности, затянувшиеся взгляды, моменты молчаливого понимания, движения, предвосхищенные без взгляда. По отдельности они мало что значили. Вместе они формировали повествование. Неподтвержденное. Неофициальное. Но тем не менее, повествование.
И этот момент идеально вписывался в него. Инсайдеры индустрии отмечают, что подобные моменты редко бывают случайными. Каждый шаг, взгляд и пауза обычно отрепетированы. Что поднимает сложный вопрос: если это не было запланировано, как это произошло? А если было запланировано, почему это кажется таким реальным? Именно это противоречие заставляет людей смотреть. Потому что этот момент не вписывается ни в одну из категорий. Он существует где-то посередине, и в этом заключается загадка. И даже после выступления молчание с обеих сторон только усиливало интригу. Никакого подтверждения. Никаких объяснений. Просто молчание. А иногда молчание говорит больше, чем любые слова. И эта тишина нисколько не замедлила процесс. Наоборот, она лишь подстегнула дискуссию. Потому что, когда нет ответов, люди начинают создавать свои собственные. Интерпретации множились. Монтаж становился все более детальным. Теории все сложнее. И то, что начиналось как короткий момент на сцене, переросло в нечто гораздо большее – феномен, движимый не подтверждением, а любопытством. Затем появилась замедленная версия клипа. Улучшенная, стабилизированная, с увеличенным изображением, она начала распространяться на разных платформах. На первый взгляд, она не казалась кардинально отличающейся. Та же хореография, то же освещение, та же последовательность, которую фанаты уже запомнили. Но эта версия раскрыла нечто тонкое, нечто, что, по мнению многих, меняет все. Потому что в этой версии время ощущается по-другому. Момент поцелуя Тэхёна не просто проходит, он задерживается. Чуть дольше, чем ожидалось. Его выражение лица остается неизменным, взгляд – спокойным, а манера исполнения несет в себе эмоциональную нагрузку, которая кажется почти преднамеренной. И тут же, почти сразу же, камера снова запечатлела Чингука. На этот раз пауза кажется дольше. Но не в реальном времени. Но в восприятии. Потому что при замедлении каждая доля секунды расширяется. И то, что когда-то казалось мимолетной реакцией, теперь ощущается как последовательность эмоций, разворачивающихся слоями. Его взгляд смещается. Фокус теряется. И на короткий миг кажется, что он не играет. Кажется, что он обрабатывает информацию. И это различие стало центром новой волны анализа. Потому что обработка подразумевает нечто неожиданное. Нечто незапланированное. Нечто реальное. Но действительно ли мы это видим? Или замедленная версия создает иллюзию, растягивает естественную реакцию, превращая ее в нечто более значимое, чем она есть на самом деле? Именно здесь повествование начинает раскалываться еще больше. Некоторые зрители утверждают, что человеческий мозг запрограммирован на поиск смысла, даже там, где его может и не быть. Что, замедляя видеоряд, выделяя кадры и многократно воспроизводя один и тот же момент, мы начинаем проецировать эмоции и намерения, которых не обязательно было в исходном контексте. Другими словами, видим ли мы то, что произошло, или то, что хотим видеть? Этот вопрос ставит под сомнение все, что происходит в данный момент. Потому что если восприятие можно так легко изменить, то насколько нынешний нарратив основан на реальности, а насколько на интерпретации? И все же, даже с учетом этого скептицизма, есть детали, которые трудно игнорировать. Время. Отсутствие синхронизации. Тонкое изменение энергии на сцене. И, пожалуй, самое важное – согласованность реакций не только преданных фанатов, но и случайных зрителей. Потому что даже те, кто не знаком с контекстом, заметили кое-что. Не что-то неправильное. Не что-то негативное. Просто другое. А иногда другое – это все, что нужно, чтобы вызвать нечто грандиозное. Это любопытство теперь переросло в нечто более структурированное. Дискуссии перестали быть просто эмоциональными, они стали аналитическими. Подсчет кадров. Сравнение по времени. Перекрестные ссылки на прошлые выступления. Почти как расследование. Но расследование чего?
момента, эмоции или возможности, которую никто не может полностью определить? По мере углубления анализа фокус смещается за пределы самого видеоролика, к контексту, окружающему его. Потому что этот момент не возник изолированно. Он появился в то время, когда фанаты уже были очень внимательны к тонким взаимодействиям, изменениям в поведении и сдвигам в динамике. Это значит, что этот момент не просто появился. Он произошел. И он произошел в обстановке, уже готовой к интерпретации. Уже одно это усиливает все. Но, пожалуй, самая интригующая часть – это не то, что произошло в видеоролике, а то, что не произошло потом. Никакого подтверждения. Никаких дальнейших действий. Никакого разъяснения. Просто тишина. И снова эта тишина становится частью истории. Потому что в подобных ситуациях тишина может означать две совершенно разные вещи. Она может означать, что нечего объяснять, или что объяснять слишком много. И именно эта неопределенность заставляет людей продолжать наблюдать. Потому что пока нет четких ответов, вопросы не прекращаются. Они развиваются. Вопросы вроде, если этот момент действительно ничего не значил, почему он продолжает привлекать такое внимание? А если он что-то значил, почему не было никакого признания? И, пожалуй, самый тревожный вопрос из всех. Если один единственный момент может раскрыть так много, что еще мы упустили?